Берем нашу активную закваску. Заквасочка постояла уже 1 день, я ее вчера подкормила. И я сейчас отделю 25 грамм закваски в другую баночку, подкормлю ее, а на остатках буду делать новую опару. Таким образом, все, что у меня здесь подрастет, в следующий раз можно будет опять поделить пополам, и будет все время обновляться заквасочка. Итак, я беру, сейчас я вот так вот поставлю, чтобы было видно, сколько там грамм. Здесь видно? Так. Я беру сейчас 25 грамм заквасочки. Сейчас ее размешаю. Вот такая она активная. Здесь у меня на самом деле 3 муки. И обычная белая пшеничная, немного ржаной и цельнозерновая. Вот она хорошо пузырится и пахнет приятно. Так, начинаем. 25 всего нам нужно. 26, 25 грамм примерно. Туда мы добавляем 8 грамм водички, это идет на 10 грамм, значит берем 10 грамм водички. Так, и добавляем муки. Муки нам понадобится примерно тоже, на самом деле, в 2 раза больше. Значит, 10 грамм, это было 10 грамм воды, добавляем в 2 раза больше муки, потому что у нас должна получиться довольно крутая консистенция. Так, сейчас я добавляю 20 грамм. Когда мы перемешаем, посмотрите, что она будет довольно густая. Немножко мимо. Так, вот сейчас я перемешаю. Вот, она должна быть такой густой. Мы ее когда разровняем, поставим в тепленькое место. Завтра она поиграет, мы ее опять подкормим. Вот, а если вы не хотите печь завтра, то просто-напросто вот, поставьте это в холодильник. И через 3 дня достанете, она опять постоит на столе. Только нужно немножко хорошенько размешать, чтобы все перемешалось. Ржаная закваска, она буквально на следующий день уже очень хорошо играет. Вот. Так вот немножечко разровняем, крышечкой закроем. Я оставляю это в теплом месте, в духовке, где нет сквозняка. Закрываю не очень крепко, ну просто прикрыла, да и все. Вот, завтра будет оно очень хорошо пузыриться. Вот, это наша заквасочка она будет подкармливаться. Здесь еще есть маленькая дырочка, можно оставить, чтобы она дышала. В принципе, если она не сильно дышит, на ней набирается очень много воздуха, и она потом сильно прям быстрее. Прошел 1 день, давайте посмотрим, как выглядит наша закваска. Это заквасочка на ржаной муке. Она чуть-чуть поднялась в размере. Есть такой специфический запах. Сегодня можно будет опять добавить 20 грамм муки и 20 грамм воды. И завтра заквасочка уже будет готова, чтобы начинать с ней делать опару. Вот. А в этой другой баночке у меня уже есть остатки опары, куда я тоже добавила 20 грамм муки и 20 грамм воды. Муку я добавила в этот раз пшеничную, вот поэтому и заквасочка вся выглядит тоже светленькой. Вот на этой закваске она уже прям готова, можно делать опару. Я сегодня выпечку делать не буду, поэтому, чтобы закваска не сильно опала, я ее чуть-чуть подкормлю, 10 грамм воды, 10 грамм муки добавлю, размешаю, опять поставлю в духовку. Завтра буду использовать большую часть этой закваски на опару.